Добрый день. Меня зовут Им Девон. Я работаю в области пластической хирургии вот уже около 14 лет. Из них почти 10 лет работаю в клинике ОКИМС. Когда я только начала работать пластическим хирургом, я думал, что просто помогаю обрести красивую внешность. Однако со временем понял, что смысл пластической хирургии через внешность исцелять душу. На мой взгляд, это главное. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы с изменением внешности пациенты почувствовали себя счастливыми, чтобы смогли жить полной жизнью. Прежде всего надо сказать, что нет операции, при проведении которой не было бы опасности возникновения побочных эффектов, и липосакция тоже не является исключением. В случае, если за один раз происходит изъятие очень большого количества жира, то есть опасность возникновения так называемой жировой эмболии. Также могут возникнуть воспаления, скопление жидкостей, или пациенту может не понравиться то, как он выглядит после операции. То есть липосакция не является безобидной операцией. Здесь, как и при любой операции, могут возникнуть осложнения. Поэтому самым важным является тщательное проведение операции, предотвращение возникновения осложнений, а в случае их возникновения – скорейшего восстановления. Вообще надо понимать, что липосакция – это не операция просто для уменьшения веса. Ее не проводят для удаления жира, который резко появился в последнее время. Липосакция помогает избавиться от жира, от которого нельзя избавиться другим путем, который остается несмотря на активные занятия спортом, или который накопился в определенной области тела и доставляет психологические проблемы. Тогда эту часть тела можно сделать красивее при помощи липосакции. Операция проводится при помощи канюли, которую вводят, проделав несколько отверстий размером от 5 мм до 1 см в зависимости от зоны операции, и поэтому крупных шрамов после проведения операции не остается. И с течением времени примерно около полугода потребуется, чтобы в оперированной области следы от операции исчезли. Когда мы проводим липосакцию, мы убираем жир из-под кожи, улучшая внешний вид. У женщин, у которых было много беременностей или кто совсем не занимался спортом, у тех не кожа, а именно мышцы, которые сдерживают брюшную полость, расходятся, ослабевают, и живот начинает выпирать. Поэтому, как бы ни убирали подкожный жир, все равно живот продолжает выпирать. Поэтому, чтобы добиться красивого результата, мы должны ушить провисание, чтобы получить эффект, подобно тому, как мы втягиваем в себя живот. Эта операция называется абдоминопластика, и выполняется она с применением больших разрезов. По поводу того, что кожа может стать неровной, в некоторых случаях у пациентов, у которых много жира, кожа сильно растянута. У таких пациентов, если просто убрать жир, особенно в области живота, появляется много складок, или кожа выглядит постаревшей. И в таком случае проводится абдоминопластика, о которой я уже говорил. То есть убирается лишняя кожа и сшиваются мышцы. С возрастом лицо изменяется. У некоторых лицо становится пухлым, как бы набирает вес. Но в большинстве случаев жир с лица сходит, кожа лица провисает. Поэтому некоторым пациентам наоборот надо добавить жира, чтобы лицо приобрело мягкость. Но если наблюдается сильный набор веса или лицо выглядит еще более провисшим, расплывается, тогда мы проводим операцию лифтинга с перераспределением жира. Но есть такие области на лице, на которых мы проводим липосакцию, убираем провисший жир и одновременно проводим лифтинг лица или нитевой лифтинг. У кого-то не хватает объема на ягодицах, им нужно добавить объема. У кого-то ягодицы с возрастом провисают и требуется подтяжка ягодичной зоны. Поэтому я бы разделил виды глютеопластики на эти два – добавление объема и подтяжка. На мой взгляд, чаще делают операцию по добавлению объема. Подобно груди вставляют импланты или восполняют объем при помощи пересадки жира. В случае операции по лифтингу, в какой-то мере лифтинг происходит за счет добавления объема или в последнее время появились методики лифтинга ягодиц при помощи нитей. Или если есть области с провисшей кожей, их можно убрать, если шрамы при этом удастся спрятать. Таким образом, видов глютеопластики довольно много. Импланты, применяемые в глютеопластике, хотя, конечно, разные есть виды, отличаются от применяемых в мамопластике. Импланты, применяемые в мамопластике, это мягкий гель в оболочке, а имплант для глютеопластики выполнен из более прочного силикона, чаще имеет каплевидную форму.
Необходимо заменить имплант в случае, когда произошел его разрыв. Однако ягодичные имплантаты устойчивы к разрыву, поэтому если операция прошла без проблем, то менять имплантат необходимости нет. Давайте рассмотрим, откуда взялась эта теория. Силиконовые импланты в мамопластике начали использоваться в Америке с 60-х годов. Первое, второе, третье поколение грудных имплантов использовались до второй половины 90-х годов. Но используемые в то время импланты могли вызвать в нашем теле аутоиммунное заболевание, то есть заболевание, при котором клетки тела начинали атаковать собственные клетки. И когда эта проблема была выявлена, то силиконовые импланты были изъяты из использования. И был период, когда какое-то время использовались импланты с физраствором. Примерно в 2006 году агентство FDA одобрило использование улучшенных силиконовых имплантов. Использовавшиеся до этого силиконовые импланты были улучшены, и таким образом появились импланты четвертого поколения. Были проведены исследования и сделан вывод о том, что нет прямой связи использования имплантов с возникновением аутоиммунных заболеваний. Надо отметить, что до того, как данные импланты были одобрены, были проведены тщательные исследования и собрано большое количество данных о возможности появления побочных эффектов после операции по увеличению груди. И на основе данных, собранных в течение 10 лет, FDA разрешила использование имплантов фирм Allergan и Mentor. Данные содержали информацию о процентном соотношении повторных операций, повреждений внешней оболочки имплантов. Например, допустим, прошло 10 лет после операции, и повреждение использованных имплантов составило примерно 5-10%. Но в СМИ появились статьи с заголовками «Повреждение имплантов через 10 лет использования». И тогда появилось мнение, что нужно менять импланты спустя 10 лет использования. Прежде всего надо отметить, что нет грудных имплантов, которые можно использовать вечно. С течением времени есть вероятность их повреждения. Но я не рекомендую менять импланты заранее. Ни американское агентство FDA, ни корейское агентство KFDA не рекомендуют менять их заранее. Рекомендуется проводить периодические обследования, такие как, например, МРТ или УЗИ груди, и в случае выявления повреждения импланта его менять. А разговор о том, что нужно обязательно менять имплант по прошествии 10 лет, это неверно. Прежде всего, в некоторых случаях, если добавить объем груди, то одновременно появится эффект лифтинга. Если добавления объема недостаточно, тогда необходимо подтянуть ткани, которые с возрастом опустились. Или возможен вариант, когда размер груди большой и необходимо убрать провисающие ткани. В зависимости от случая могут быть разные способы операции. Кому-то будет достаточно добавить объема, кому-то необходимо будет проводить подтяжку тканей груди. В итоге решение о том, провисает ли грудь или нет, связано с нижней частью груди или сосками. Улучшение формы груди зависит от подъема сосков или понижения нижней части груди. Опускание нижней части груди происходит при помощи имплантации грудных имплантов, а подъем сосков происходит во время операции по лифтингу груди. Во время операции из-за того, что разрез проходит в этой области, могут остаться шрамы. Поэтому нужно учитывать, что при лифтинге груди остаются шрамы. Или может потребоваться имплантация грудных имплантатов или увеличение объема каким-то другим способом. Поэтому, планируя операцию по лифтингу груди, рассматривают, хочет ли пациент увеличить объем груди или требуется, наоборот, уменьшение объема. Или же необходимо, сохранив прежний объем, поднять грудь, и исходя вот из этих трех факторов подбирается метод операции. Существует разница в ожидаемых результатах операций даже среди азиатов, например, между корейцами и китайцами, так как есть различия в культуре данных стран. Поэтому операции не проводятся на основании только того, что пациент представитель Востока. Пожелания могут различаться также, например, то, что могут остаться шрамы для корейцев и китайцев, это очень серьезно, в то время как европейцы не настолько сильно переживают по поводу шрамов. И к тому же, если говорить на основании моего опыта, у европейцев шрамы на коже остаются меньше, чем у азиатов. Если шрамы появляются, то их просто маскируют. Еще исходя из собственного опыта, могу сказать, что европейцы, в отличие от азиатов, предпочитают более заметные результаты операций, больший объем, более гламурное тело, результаты, которые будут сильнее бросаться в глаза.